Травматологическое отделение городского госпиталя Хьюстона работало без передышки, когда туда доставили капитана спецподразделения ВМС США Коула Хантера. Его левую руку стянули бинтами к грудной клетке. Пальцы побелели, пульс на кисти едва улавливался. Снимки показывали тяжелое нарушение кровоснабжения. Хирурги пришли к жесткому выводу: если в ближайшее время не восстановить приток крови, ампутации не избежать. Когда в палату вошла молодая медсестра Эмма Картер, никто не обратил на нее особого внимания. Новенькая, тихая, в свободных зеленых скрабах, такая растворяется в рабочей суете. Но Коул узнал ее сразу. Много лет назад в Ираке она уже спасла ему жизнь, как боевой медик. Эмма почувствовала этот взгляд и на мгновение будто вернулась в то прошлое, от которого пыталась уйти. Хирург Блейк Хёйл придерживался стандартного гражданского протокола. Конечность выглядела практически безнадежно. Но Эмма, оценив характер отека и деформации, увидела то, что не увидели другие. Подобные травмы она встречала под огнем, когда сосуд не разорван, а зажат в тканях так, что кровь перестает циркулировать. Одного неверного шага было достаточно, чтобы все ухудшить, но и промедление грозило потерей руки. Эмма действовала быстро и уверенно. Она проверила давление в компартментах, определила линию предполагаемого спазма и выполнила редкий стабилизирующий маневр. Тот самый, которому ее обучали в условиях боевой медицины. Сначала ничего не изменилось, но через несколько секунд кожа на кисти начала теплеть, пальцы слегка дрогнули, а мониторы показали восстановление кровотока. Ампутация больше не требовалась. Хирурги вынуждены были признать: их протоколы оказались бессильны там, где полевой опыт дал точный результат. Хантера перевели в восстановительное отделение с сохраненной рукой и надеждой вернуться в строй. Впервые за время ее работы имя Эммы Картер произнесли в госпитале с уважением, а не как имя незаметной стажерки. Позднее, когда коридоры опустели, Эмма остановилась у двери его палаты. Годы она жила с ощущением, что в Ираке однажды не справилась и потеряла право быть медиком. Но теперь перед ней лежал человек, выживший благодаря тем навыкам, которых она так стыдилась. За стенами шумел ночной Хьюстон, а в ней самой впервые за долгое время появилось тихое, уверенное чувство. Прошлое больше не рана, а источник силы. В ту ночь она не только спасла бойцу руку, она вернула себе профессию, уверенность и право снова быть той, кем всегда была по-настоящему.